Вот мне хотелось написать летопись страха. Вот летопись того, что такое мне хотелось описать то основное чувство, которое разлито за ширмой из этого гламура, хороших кафе, капучино и так далее. Мне хотелось показать какое-то основание, причем это основание не белорусское, оно очень советское. И я решил, что надо такой сюжет написать. Ну, мне хотелось нарисовать образ такого интеллектуала, писателя. Я в тот момент писателем не был, я имел только какие-то представления о других писателях. Образ как человек, который может бросить вызов власти сразу и в отношениях любви, и в отношениях политики. И противостоять ему должен был какой-то персонаж, который должен был быть очень могущественным по сюжету. И он мог не возглавлять государство, но он должен был возглавлять как бы спецслужбы, глаза и уши этого государства. И вот отсюда возникла идея такого треугольника. Ну и потом возник сюжетный разворот о том, что это будет история любви, треугольник, рассказанная через уши и глаза прослушки и тех, кто следит за влюбленной парой. Я очень боялся, потому что, повторюсь, в тот момент я не представлял границы своей свободы, и я понимал, что меня за этот роман могут указать. И в момент, когда я писал части этого романа, самое страшное, на неподключенном к интернету кнопочном телефоне, вот с полноразмерной клавиатурой, тогда были такие смартфоны, писал эти части, я их на носителях переносил на компьютер, я не выходил в интернет, я никому его не показывал. И, собственно, после завершения романа я несколько месяцев сидел и думал, как бы, что делать. Мой собственный страх и моя собственная паранойя, которая оказалась гораздо больше, чем... То есть, да, роман запретили впоследствии, но как бы меня не наказывали. Я боялся, что меня персонально могут за это наказать. Хотя там вымышленная Беларусь и вымышленный мир. Но да, запрет все-таки произошел. Ну и, собственно, послевкусием от выхода этого романа было на протяжении нескольких месяцев постоянное ожидание ареста. То есть у меня был этот тревожный чемоданчик сложен, я помнил о том, что обувь должна быть без шнурков, потому что когда к тебе приходят, шнурки изымают, и все на шнурках изымают. Так что да, это было вот самым страшным. У меня есть репутация провидца, и вот мне кажется, что этот роман во многом был правительским, поскольку все то, что было актуально для Беларуси в 2008-2009 году, сейчас актуально не только в Беларуси. Мы видим ту же самую советизацию, ту же самую атмосферу во многих странах, ну, во-первых, в России, да, но даже если мы посмотрим на Европу, то, что происходит во многих европейских странах, например, в Венгрии, то, что происходит вокруг закрытия университета и Сороса и так далее, людей прослушивают, людей пасут, то есть следят за ними. Приход Трампа, популиста в США, это совершенно дитя той же паранойи, которая была описана мной в романе, который вышел много лет назад.